Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео. В нем я покажу тебе и расскажу, как установить дистрибутив Linux Mint. Этот дистрибутив снискал славу такого базового, так скажем, дистрибутива, который очень часто выбирают люди, которые впервые знакомятся с Linux в принципе. Это, наверное, обусловлено тем, что, во-первых, дистрибутив прост в установке, и, во-вторых, его стандартное окружение, дефолтное Cinnamon, очень похоже на то окружение, к которому мы привыкли при работе с операционной системой Windows. Что ж, давайте откроем браузер. Для начала нам нужно скачать дистрибутив. Для этого мы зайдем на официальный сайт дистрибутива. И здесь во вкладке Download выбираем последнюю версию. Linux Mint 21.2 рекомендует нам. Ну, не будем спорить. Вот, с кодовым названием Victoria. И нам здесь предлагается выбрать один из трех вариантов окружения рабочего стола. Стандартным, как я уже отметил, является Cinnamon, но также вы можете рассмотреть вариант Mate и XFCE. Mate я никогда не использовал, ничего не могу про него сказать. А XFCE один раз я устанавливал, это был, по-моему, дистрибутив Manjaro. Такой, можно сказать, легковесный вариант. В принципе, он будет похож на то, что вы увидите в Cinnamon, но Cinnamon будет более такой симпатичный, но и, соответственно, немножко больше ресурсов будет потреблять. А XFCE это, по большому счету, очень похожее окружение на стандартный Cinnamon, но куда менее требовательное к ресурсам. Я же возьму стандартную, поставку, так скажем, Cinnamon, который считается дефолтным для Linux Mint. Нажимаем здесь Download кнопочку. Далее нужно выбрать зеркало, с которого будет производиться скачивание дистрибутива. Опускаемся чуть ниже, ищем подходящее зеркало. Ну, я думаю, тут можно, например, от Яндекса взять зеркало. И далее я, конечно же, ребята, промотаю, подожду, когда скачается дистрибутив, так что до скорого. После того, как дистрибутив скачан, все, что нам необходимо сделать, это записать его, соответственно, ISO-образ. Мы скачали ISO-образ, да, и нам необходимо записать этот образ на флешку. И таким образом создать загрузочную флешку. В этом видео я это показывать не буду, потому что у меня есть отдельное видео, посвященное непосредственно этой теме. Причем их даже два. Первое видео из-под операционной системы Windows, как создать загрузочную флешку, а другое видео, соответственно, из-под операционной системы Linux. То есть можете, если не знаете, как делать загрузочную флешку, можете ознакомиться. Далее я предполагаю, что вы уже это сделали и загрузились, собственно, с этой самой загрузочной флешки. После того, как вы загрузитесь с флешки, вы увидите следующую менюшку, в которой вам необходимо выбрать самый верхний пункт. Start Linux Mint 21.20 на 64 бита. Нажимаем. Ожидаем непродолжительное время. Наблюдаем вот логотипчик симпатичный такой в зеленых тонах Linux Mint. Преимущественно белый тоже присутствует. Так, и... Так, давай. Где у нас окружение рабочего стола? И вот, наконец, прогружается окружение. Я делаю это, ребята, под виртуальной машиной, так что у меня немножечко все подтормаживает. На реальных машинах у вас, скорее всего, будет все, конечно, побыстрее происходить. Вот, и для начала я сделаю элемент рабочего стола побольше, чтобы вам было удобнее все это видеть. И мы попадаем, собственно, в так называемое Live-окружение, Live-CD. Здесь вы можете просто ознакомиться с тем, как будет выглядеть дистрибутив, который вы собираетесь устанавливать. Здесь есть привычная кнопка «Пуск», которая, может таковой для вас являться, если вы давно используете операционную систему Windows. Я думаю, многие из нас именно к такой категории пользователей и относятся. То есть просто можете потыкать кнопочки, посмотреть, как все это будет примерно выглядеть. Вот даже терминал здесь можно открыть. Вот, не будем вдаваться в подробности, нас сейчас интересует непосредственно установка. Для того, чтобы к ней приступить, вам необходимо нажать двойным щелчком на левую кнопку мыши на вот этом ярлычке Install Linux Mint. И, наконец, появляется первая менюшка, в которой нам предлагают выбрать язык установки. Я выберу русский. Далее нажимаем кнопку «Продолжить». И здесь нам предлагают выбрать раскладку. Я оставляю в данной установке стандартную раскладку. При желании вы потом можете уже непосредственно из установленной операционной системы установить себе дополнительные раскладки клавиатуры. Я оставлю, как я уже сказал, стандартную. Нажимаю кнопку «Продолжить».
И в следующем меню, смотрите, вам предлагают установить медиакодеки. Я рекомендую, особенно если это первое ваше знакомство с Linux, поставить здесь галочку и установить кодеки для того, чтобы возможные форматы видео и прочих каких-то медиафайлов были доступны вам для просмотра. Нажимаем, отмечаем галочку, нажимаем, далее, продолжить. Вот, и на этом этапе у нас есть два, так скажем, варианта развития событий. Ну, во-первых, смотрите, я уточню, что здесь может быть на самом деле 3 пункта меню. У меня их 2, потому что я выделил под свою виртуальную машину кусочек жесткого диска, на котором ничего нету, то есть не установлено никаких операционных систем, да, и поэтому я вижу только 2 пункта меню. Либо полностью стереть диск, отформатировать, и причем нас установщик предупреждает, что в этом случае, разумеется, все наши файлы, все программы, все будет удалено. Но при этом нам не придется заниматься ручной разметкой диска. То есть в этом случае установщик вам сделает такую стандартную установку, но при этом вы не сможете самостоятельно настроить то, как будут выглядеть разделы вашего жесткого диска. Вот. В противном случае, если, как я говорил, у вас уже была установлена операционная система и вы устанавливаете поверх на этот диск, у вас появится третий пункт, и если это был Linux Mint, по-моему, да, тут важно отметить, по-моему, если это Linux Mint именно, то тогда он предложит переустановить, то есть удалить существующую систему, переустановить. Честно, ребят, чем это отличается принципиально от, например, просто стереть, полностью отформатировать диск и затем установить на него дистрибутив или же переустановить, я точно не знаю. Но просто не пугайтесь, если вдруг у вас появится такой пункт меню третий, возможно, у вас уже был установлен Linux Mint, и вы его переустанавливаете или что-то типа того. Но для большинства пользователей вы увидите, скорее всего, то, что вижу сейчас я. То есть 2 варианта. Полностью все затереть, установить, либо другой вариант, и это именно и есть ручная разметка наших дисков, и я собираюсь к ней приступить. Нажимаем «Продолжить». Здесь я выбираю создать новую таблицу разделов сразу. Причем, ребят, не пугайтесь, у вас, скорее всего, может ничего не быть размечено. Ну, может быть размечено, а может не быть. Может быть такое, что у вас просто какой-то DFSDA, ваш носитель, и его полный объем или что-то типа того. То есть у вас может быть единственный пункт в этой таблице. Нажимаете все равно «Новая таблица разделов». Нас предупреждают, что мы собираемся создать новую таблицу разделов, и мы должны согласиться, соответственно, с этими изменениями. Новая таблица, да, все разделы будут уничтожены. Все верно. Соглашаемся. Не забудьте, да, сохранить, разумеется, свои файлы, если таковые, ну, какие-то очень полезные имеются, то, разумеется, перед установкой не забудьте их сохранить. И далее мы увидим, что у нас есть теперь свободное пространство в размере того размера, сколько у вас жесткий диск. У меня это просто кусочек, который я выделил, менее 35 гигабайт. И первое, что нам необходимо сделать, выделить, соответственно, левой кнопкой мыши свободное место, далее нажать плюсик вот здесь. И первый раздел, который мы создадим, это корневой раздел, так называемый. Для этого нам необходимо для начала, ну давайте выделим сколько. Смотрите, на корневой раздел рекомендуют выделять не менее 15 гигабайт в большинстве случаев. Я сделаю здесь именно так, потому что это, ну, виртуальная установка, просто показываю, да, но на реальных своих машинах я обычно выделяю около 60-70 гигабайт под корень. Кто-то скажет, что это много, но я делаю обычно так, на всякий случай. Но в целом 15-20 гигов должно хватать, но это критический уже, в принципе, объем. Вот, учтите это. Далее, тип нового раздела оставляем как есть, первичный, местоположение нового раздела, тоже начало этого пространства. И далее можно выбрать тип файловой системы. Я здесь предлагаю, особенно если это ваша первая установка Linux, ничего не менять и оставить тип файловой системы ext4. Это стандартный тип файловой системы для большинства дистрибутивов Linux. И, наконец, точку монтирования вы указываете вот этот слэш. Это и есть корневая директория. То есть корневая директория — это главная системная директория, от которой строятся все остальные. Нажимаем ОК, указали, то есть размер, здесь все оставили как есть и указали точку монтирования в качестве вот такого слэша. Теперь нажимаем ОК. Как видим, появился у нас раздел именно того размера, ну практически того размера, который мы указали. Если вы устанавливаете поверх уже какой-то операционной системы, то я вам рекомендую здесь нажать галочку и отформатировать этот раздел. Далее выбираем опять свободное место, и теперь мы выделим, нажимаем плюсик,
и выделим место под EFI загрузчик. Для этого вы можете просто сразу указать размер. Я обычно выделяю под него 550 мегабайт. Я знаю, что большинством считается, что это слишком много, и можно обойтись даже, по-моему, 150 мегабайтами. Но, ребят, я вам не рекомендую это делать. Я бы оставил хотя бы мегабайт 300-400. Я вообще привык как-то, вот у меня эта цифра, я уже даже не помню, откуда у меня в голове она взялась, если честно. Но я выделяю под EFI загрузчик обычно 550 мегабайт. Так, и далее, после того, как выделили необходимое количество мегабайт под загрузчик, нам необходимо указать, что это будет раздел именно под загрузчик. Для этого точку монтирования вообще можете опустить и сразу нажать на тип файловой системы. И здесь вы опускаетесь ниже, сразу просто ставите, что тип системный раздел EFI. Все, указываете, точка монтирования даже пропадает, то есть не запаривайтесь, сразу здесь просто указываете системный раздел EFI и, ну, перво-наперво, как мы уже сказали, размер. Все, нажимаете ОК. И далее смотрите, ребят, какой момент тонкий. Здесь вы можете пойти двумя путями. Либо создавать swap раздел, либо не создавать его. Он используется для того, чтобы в случае недостаточного количества оперативной памяти использовать кусочек от вашего жесткого диска, грубо говоря. И обычно это рекомендуют делать под машины, на которых меньше 16 гигабайт оперативной памяти. То есть для 16 и более можно не запариваться, даже не делать swap раздел. Но, честно скажу, несмотря на то, что у меня 32 гигабайта оперативки, я все равно почему-то по привычке делаю swap раздел. Не знаю зачем, я понимаю, что в принципе, наверное, в большинстве случаев мне это вообще не нужно, но я все равно делаю. Так что смотрите тут на ваше усмотрение. Но в любом случае, как я выше сказал, если меньше 16 гигабайт система, то рекомендую хотя бы гигабайта 4 выделить под swap. Я сделаю здесь swap, чтобы показать просто даже, как это делается. Ну, как раз 4 выделю. То есть нажимаем плюсик, здесь ставим 4, здесь ничего опять не меняем, и сразу переходим опять же к типу файловой системы. И ставим, вот, раздел подкачки. Выбираем раздел подкачки, нажимаем ОК. Все. И теперь, ребят, смотрите, какой тоже тонкий очень момент. А дело в том, что при первой установке я получил очень интересное такое сообщение с предупреждением. Смотрите, давайте сейчас предположим, что я сделаю, вроде бы я все разметил, да, все необходимое как бы пространство, и осталось только выделить место под мою домашнюю директорию. Я нажимаю свободное место, я специально продемонстрирую, чтобы если вы столкнулись с этой ситуацией, она не была для вас, так скажем, шокирующей. Выделяю весь оставшийся размер моего жесткого диска, здесь все оставляю по дефолту. Для домашней директории тип файловой системы оставляем DXT4 и точку монтирования, соответственно, выбираем /home. Все, нажимаем ОК и далее, ну, кажется, что все нормально, да. Можем теперь приступить уже непосредственно к установке операционной системы. Нажимаем кнопку «Установить сейчас» и далее смотрите, какой момент. Вот. Мы получаем следующее предупреждение. Не знаю почему, я раньше на других дистрибутивах с такой штукой не сталкивался, но он рекомендует не менее 1 мегабайта выделить еще под специальный какой-то раздел загрузочный BIOS зарезервированный, и говорит, что не путайте его со слэшбутом и так далее. В общем, я что рекомендую? Если вы получаете такое предупреждение, то нажмите просто назад, удалите последний вот просто раздел, уберите ваш Home, который вы последним выделяли, да, нажав на него левой кнопкой мыши, затем нажав минус, то есть просто убрать разметку этого раздела. Все, весь объем памяти, который занимал этот раздел, вернется в свободное, соответственно, свободную область. И далее вы нажимаете на свободную область левой кнопкой мыши, нажимаете плюсик, и теперь можно выделить, но 1 мегабайт как-то совсем смешно, давайте 100 мегабайт выделим под этот самый BIOS раздел, да, загрузчика. И вот здесь сразу, опять же, точку монтирования не трогаете, здесь все тоже оставляете как есть, не трогаете ничего. Нажимаете тип файловой системы и выбираете вот это, резервная загрузочная область BIOS. Все, выбираете, нажимаете на ОК. И вот теперь, после выделения вот этой штуки, мы
оставшееся место свободно опять выделяем левой кнопкой мыши, нажимаем плюсик и теперь выбираем сколько, ну, соответственно, все это место мы выделяем под нашу домашнюю уже директорию. Опять же, тут ничего не трогаем, тип файловой системы оставляем как есть, только точку монтирования указываем, /.home. Нажимаем ОК, размечается пространство, все, мы вроде разметили. И вот теперь, когда мы нажмем на кнопку «Установить сейчас», мы не получим этого предупреждения, мы просто получим предупреждение о том, что, соответственно, установка этой операционной системы уничтожит все данные, что произойдут следующие изменения, будут сформатированы следующие разделы и так далее. То есть, видите, да, эта операция уничтожит все данные на удаляемых разделах и так далее и тому подобное. Ну, мы это, я думаю, понимаем, и потому нажимаем «Продолжить». И все, ребят, все, что нам осталось, это буквально пара-тройка простых действий. Во-первых, выбор, так, даже пара, да, наверное, выбор часового пояса. То есть по дефолту здесь у меня стоит Москва, я так и оставляю, но при желании, смотрите, если у вас другой часовой пояс, то вы просто тыкаете прямо на карте, буквально выбираете регион, в котором вы находитесь. Ну, я оставлю Москва, у меня московский часовой пояс. Все, выбираем, нажимаем «Продолжить» здесь. И все, что нам осталось сделать, это просто ввести наше имя пользователя произвольное. Здесь можно поставить имя компьютера, более адекватное, чем та каша, которая там была написана, и задать какой-то удобный и надежный пароль. Вот, и также мы можем выбрать, будет ли запрашиваться пароль при входе в нашу операционную систему, либо же автоматический вход будет производиться. Я, конечно, рекомендую вам оставить галочку на требование пароля при входе в операционную систему, и далее нажимаем «Продолжить». Все, ребят, теперь вы просто ожидаете установку операционной системы. Здесь я, конечно, запромотаю этот момент, так что до скорого. И после того, как установка завершена, не забудьте вынуть вашу загрузочную флешку из USB-привода и нажать кнопку «Перезагрузить». Ну даже нам сам Mint рекомендует это сделать. Да, это отдельная даже менюшка здесь есть, видите, он говорит: пожалуйста, извлеките установочное типа устройство и затем нажмите Enter. То есть извлекаете загрузочную флешку, нажимаете Enter. И загружаемся в нашу только что установленную операционную систему. Прервать все запущенные проверки файловых систем. Да не будем ничего прерывать. Дождемся, что он там проверит. И теперь в стартовом меню нам предлагают ввести пароль. Вводим наш пароль, который указывали при создании имени пользователя, имени компьютера и так далее. Ну, помните наверняка. Вводим Enter, нажимаем Enter. И загружаемся, наконец, в нашу только что установленную операционную систему, а точнее дистрибутив Linux Mint. Все, добро пожаловать. Ребят, в принципе все, на этом установка закончена. Знакомьтесь с дистрибутивом, потихонечку изучайте его. Ничего, кстати, скажу, что в Linux, если что, ничего страшного нету. Тем более в таких базовых дистрах, ребят, можете вообще установить его, как вы понимаете, за 15 минут, и разобраться с ним можно тоже за несколько дней вполне себе. Вам, я думаю, достаточно будет комфортно, удобно то окружение, которое предлагает Linux Mint, да, потому что оно очень сильно похоже на окружение, которое используется в операционных системах семейства Windows, да. И на этом, в принципе, все, ребят. Установка завершена. Удачи вам в обучении. Спасибо большое за просмотр. Если контент вам нравится, который я делаю, то поставьте мне, пожалуйста, лайк под видео. Подпишитесь на канал, бейте в колокольчик, потому что контента будет еще очень много. Я делаю уже много контента и будет, скорее всего, еще больше. Добро пожаловать также в комментарии, если вы хотите что-то дополнить, есть какие-то свои мысли, адекватная критика, то пожалуйста. Или, может быть, даже вы хотите какой-то особый контент от меня увидеть, я рассмотрю все варианты. Напоминаю также, что я еще стример, вы можете найти ссылочку на мой канал на Твиче в описании под практически каждым видео из тех, которые я за последнее время записывал. И, ребят, в принципе все. Удачи вам еще раз в обучении, вкатывайтесь на Linux, ничего не бойтесь, ничего в этом сложного такого нету. Удачи и пока!